Друзья, всем привет, на связи как всегда CloudGeo. В этом видео мы будем с вами говорить о проекте Real Magnat. Это новая Play to Earn игра на блокчейне VAX в жанре фарма. И сейчас возможности в эту игру поиграть нету, потому что она находится в стадии разработки и выйдет совсем скоро. Но у меня уже есть доступ в закрытую бету, и поэтому в этом видео я смогу вам показать, что из себя будет представлять эта игра. А также мы пробежимся по белой бумаге и обсудим плюсы и минусы этого проекта. Смотрите видео до конца, потому что я уверен, будет очень интересно. Ну а если вы хотите получать еще больше информации о том, как зарабатывать на NFT играх и как продавать NFT, как продавать токены проектов, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что именно в нем я даю еще больше информации касаемо различных NFT проектов и показываю то, как здесь можно заработать. Помимо этого здесь выходят видео, которые не выходят на моем YouTube канале, и совсем недавно я записывал видео, как я выводил $365 с проекта Picaster. Это видео есть у меня в телеграм-канале, и вы можете его посмотреть для того, чтобы понять, как все это работает. И также здесь много другой интересной информации. Если вам все это интересно, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылка на него будет находиться в описании к этому ролику. Что ж, давайте пробежимся по сайту. Мне очень нравится, как выглядит сайт. Здесь нету ничего лишнего. Везде есть красивые анимации. Видно, что над сайтом ребята постарались. Посмотрите, как выглядят NFT. Видно, что они сделаны не на Paint, а действительно они делались под какой-то проект, который, должен будет показаться на большую аудиторию. Из сайта видно, что нас здесь ждет. Что у нас здесь будут земли, что у нас здесь будут токены, что у нас здесь будут сезоны, NFT и так далее. Тут у нас экономика, да, тоже, опять же, посмотрите, все с анимациями. Выглядит, скажем так, премиально, да, по сравнению с многими другими Play to Earn проектами на VAX, выглядит достаточно интересно и достаточно здорово. По дорожной карте тут тоже можно пробежаться, посмотреть, что нас ждет и что будет дальше, но это вы сможете сделать, собственно, самостоятельно. Давайте перейдем сейчас в белую бумагу и поговорим, что нас ждет в проекте, и обсудим сразу его плюсы и минусы, а потом уже перейдем к геймплею и посмотрим, что нас будет ждать конкретно внутри этой игры. Что ж, сейчас я нахожусь в белой бумаге, и мы сейчас подробно разберем то, что здесь будет написано. Но перед этим я хотел бы сделать небольшую заметку для всех, и для разработчиков, и для участников Play to Earn проектов. Друзья, если вы разработчик, то, по моему мнению, вы сюда обязаны внести какой-то дисклеймер, либо отказ от ответственности, в котором будет написано, что разработчик этого проекта не несет никакой ответственности за финансы своих пользователей. Это очень важно и поможет вам избежать многих проблем. И также, если вы пользователь какой-то игры, то обязательно перед тем, как ее изучить, зайдите и почитайте дисклеймер или отказ от ответственности, чтобы вы понимали, что если вы сюда инвестируете какие-то деньги, то в случае их потери будете виноваты только вы. Ни разработчик, ни блокчейн, ни Atomic Hub, ни VAX Wallet, никто не будет в этом виноват, кроме вас. Это достаточно важно, я считаю, что это золотой стандарт, который должен присутствовать в каждой NFT игре. Что ж, давайте перейдем конкретно к игровым механикам, и нам здесь пишут, что у нас здесь будет три ресурса, это нефть, золото и железо. Собственно, изобретать велосипед не нужно, и последний год это достаточно популярная схема в фарм-проектах. Я думаю, что это более чем нормально, и это уже проверенный вариант, который много раз работал и показывал свою эффективность. То, что у каждого инструмента будут разные значения здоровья и энергии, это тоже абсолютно понятно, в зависимости от редкости того или иного инструмента, у нас эти значения будут также меняться. Что здесь немножко необычно, это то, что майнинг занимает 1 час для каждого инструмента, и по истечению этого времени мы сможем получить свою награду. Это необычно, потому что ранее во многих проектах мы нажимали кнопку Mine, и нам сразу давали эту награду, и мы могли ее уже как-то вывести. Здесь же нам придется ждать час, и только по истечению этого часа мы с вами получаем эту награду. Также у нас здесь будет индекс сезона. Это плавающая цифра, которая будет ходить от 0,5 до 1,5, если мне память не изменяет, и она также будет алгоритмически, скорее всего алгоритмически изменяться и влиять на то, сколько мы будем получать. К примеру, если мы добываем 10 ресурсов, да, то в зависимости от индекса сезона это количество может измениться. Если у нас индекс сезона 1,5, то мы 10 умножаем на 1,5, и мы получим то значение, которое мы получим при нажатии кнопки Mine. И точно так же это будет работать в обе стороны, да, как я уже ранее говорил, этот показатель будет плавать от 0,5 до 1,5.
Следующий на очереди у нас крафт. Здесь останавливаться особо не вижу смысла. Единственное, что здесь процесс изготовления занимает 1 час. То есть, если мы хотим скрафтить какую-то NFT-шку, мы покупаем ресурсы, нажимаем кнопку крафт, и по истечению 1 часа эта NFT-шка будет готова, и мы сможем ею пользоваться. Далее, ставка и разборка предметов. Что это означает? Это обычный стейкинг. Перед тем, как начать пользоваться какой-то NFT, нам нужно ее застейкать в этот проект. И здесь нам пишут, что если мы стейкаем какую-то NFT, то значение его здоровья будет равно 1/4 от его максимального значения. Здесь описывается, как это будет работать. Останавливаться на этом особо смысла не вижу. Более важным считаю это отмена ставок. Что это значит? Если вы хотите продать свою NFT, вам нужно ее анстейкнуть из игры. И тут, прежде чем мы получим свою NFT на VAX, на свой кошелек VAX, пройдет 1 день. Это достаточно важное изменение и достаточно необычное изменение, потому что ранее в других NFT проектах, такое встречалось очень-очень редко. Почему это важно, по моему мнению? Потому что если цена на рынке NFT поднимется или опустится, то для того, чтобы вам продать эту NFT, которая находится у вас в игре, вам нужно будет ее анстейкнуть и ждать 1 день. И за этот 1 день цены могут еще измениться, и к тому времени, пока вы получите свою NFT, вам эти цены уже могут не понравиться, вы не сможете ее выгодно продать или, не знаю, в общем, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. 1 день это достаточно много. Почему разработчики выбрали такое решение, для меня остается пока загадкой, я не знаю, но возможно это решение неплохое, потому что таким образом не будет резкой волатильности на рынке NFT, и если там цены поднимутся или опустятся, то всем пользователям придется ждать как минимум 1 день для того, чтобы продать свою NFT, и таким образом отток или приток NFT на рынок будет намного меньше, он будет немножко замедлен, и волатильность, соответственно, тоже будет немножко ниже. Едем дальше, это у нас времена года, это как раз то, что я вам рассказывал, это сезонные индексы, и здесь вы сможете почитать о них более подробно, особо останавливаться на этом не вижу смысла. Более важно, это контракт магната Pass NFT, это очень важная NFT-шка, по моему мнению, и здесь у нее достаточно много плюсов. Во-первых, контракт магната дает игрокам возможность майнить на 2 разных сферах одновременно. По умолчанию у каждого игрока может быть активна только одна сфера. Например, если у вас есть одна нефтяная вышка и одна железная машина, вы не можете добывать ими обе без контракта с магнатом. То есть, если вы решили майнить железо, а потом решите майнить золото или еще что-то, то для этого вам понадобится обязательно контракт магната. Если же вы этого не сделаете, вы сможете майнить только что-то одно. Либо вам придется создавать второй аккаунт, перекидывать эту NFT и на одном аккаунте майнить железо, а на другом аккаунте майнить золото. Дальше контракт магната продлевает майнинг без вашего участия. Что это значит? По умолчанию нам нужно каждый час нажимать на NFT, чтобы оно нам майнило. Но если у вас есть контракт магната, то вы можете сразу выбрать большой промежуток времени, и за этот промежуток времени эта NFT-шка будет вам майнить. Для того, чтобы было удобно, не понадобится бот, не нужно будет его покупать, просто вы купите контракт магната и будете выбирать то время, которое вам будет нужно. Такое мы уже видели в различных NFT-проектах. Я считаю, что это отличное решение, потому что можно сэкономить на боте и таким образом немножко помочь разработчикам, добавить им денег. Когда мы купим эту NFT-шку, они получат деньги, а мы получим возможность майнить так, как нам удобно. Ну и поговорим немножко про повышение уровня. В зависимости от уровня вы сможете добавлять больше инструментов, и эти инструменты смогут работать одновременно. Особо останавливаться на этом тоже не вижу смысла, сможете все сами прочитать. Депозит и вывод тоже, смотрите, ребят, очень важно. Чтобы получить свои токены, которые вы нафармили, вы их выводите, с вас берется комиссия 8%, и только спустя 1 день вы получаете эти токены. Опять же, в этом есть как плюсы, так и минусы, потому что плюсы — это то, что не будет такой резкой и сильной волатильности на Алкоре, да, когда мы будем продавать или покупать эти токены. Но с другой стороны, за 1 день цена на токены может измениться. Если мы выводим токены, когда они стоят много, то за 1 день они смогут опуститься, и когда мы уже будем их фиксировать, они будут стоить совсем по другой цене, и это, конечно, не очень круто. Но это палка о 2 концах, поэтому тут каждый принимает решение для себя. Для кого-то это больше плюс, а для кого-то это больше минус. Игровые NFT — этот раздел я не буду затрагивать, здесь просто более подробно описано, какие NFT-шки здесь есть, какая у них редкость, какой уровень здоровья, сколько она берет здоровья за использование и так далее. С этим вы сможете ознакомиться сами. Давайте теперь перейдем непосредственно к игре и посмотрим, что она из себя представляет.
Так, я зашел в игру, очень рад, что у меня есть возможность в числе первых протестировать и посмотреть, как здесь все будет выглядеть. Сразу хочется сказать то, что здесь все очень классно оптимизировано, мне прям нравится, все очень красиво, очень четко, инвентарь выглядит просто супер пушка, вот, ну, со многими NFT играми это просто не сравнится, выглядит действительно очень здорово, мне это нравится. Ребят, сразу хочу сказать, что это не мои NFT, да, это, во-первых, бета, это все происходит на тестнете VAX. То есть я не смогу здесь зарабатывать на этих NFT, это просто тестовый вариант, в котором я могу подтыкать и посмотреть, что здесь и как это все будет выглядеть. Имейте это в виду, это все NFT чужие, это все стейкал не я, это вот просто тут хозяйской рукой все это делалось, поэтому я просто зашел сюда посмотреть, как здесь все будет выглядеть. Значит, у нас здесь есть вкладка Unstake и Stake, то есть здесь у нас NFT-шки, которые мы можем застейкать, а здесь, которые мы можем заанстейкать. Напомню, что для анстейка нам понадобится 1 день. Если мы захотим эту NFT-шку продать, то мы ее анстейкаем. Спустя 1 день она приходит нам на кошелек VAX, и только потом мы ее можем продать или что-то с ней сделать, там, не знаю, передать другу или что-то еще. Со стейком таких проблем нету. Если мы хотим застейкать, мы просто нажимаем стейк, происходит авторизация там через Anchor, и оно будет застейкано сюда. Сейчас я этого делать просто не буду. Вот так вот выглядит у нас инвентарь. Давайте дальше перейдем в Gold Mines, да, значит, что это такое? Это у нас земли. У нас здесь будут земли по типу Alien Worlds, да, и у каждого владельца этой земли будет возможность выставлять определенный процент, насколько я помню. Здесь могу немножко ошибиться, если что, поправите меня в комментариях. И этот процент будет выплачиваться хозяину этой земли. Но важно понимать, что земля имеет определенный уровень жизни, да, чем больше на ней майнят, тем этот уровень жизни снижается, его нужно пополнять. Это должен будет делать хозяин этой земли, и он за этим должен будет следить, потому что если уровень жизни его земли опустится слишком низко, то награду он не сможет получать, и люди, которые пришли на его землю, майнить просто никак не смогут. Далее. Вкладочка крафт, ну здесь особо останавливаться тоже не вижу смысла, да, у нас здесь есть какие-то ресурсы, кошелек сейчас пополнен, и мы можем это все скрафтить. Напомню, что крафт занимает 1 час, здесь у нас есть вкладка актив крафтс, да, то есть это те крафты, которые мы уже начали и которые в ближайшее время должны будут закончиться. Вкладка майнинг, основная вкладка, которой мы будем пользоваться. Здесь мы можем выбрать то, куда мы хотим пойти. Вот я недавно совсем нажимал буквально на кнопку mine, да, час назад я все это тестировал, и сейчас я могу забрать свою награду. Я нажимаю claim, и по идее моя награда, вот она, да, пришла сюда. Давайте посмотрим, как это работает. Вот есть NFT-шка, да. Во-первых, у нас здесь есть... Давайте с другой NFT все это сделаем. Значит, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Значит, мы можем нажать кнопочку Next, да, для того, чтобы начать все это дело майнить. И у нас здесь есть пас мультиплеер, да, то есть это тот пас, о котором я вам говорил, который дает большие преимущества в этой игре. Сейчас мы эту вкладочку уберем, потому что он продлевает на 2 часа все-таки все это дело. И мы нажмем кнопку Next и выберем шахту, в которой мы будем все это дело майнить. Напомню, что это якобы земли, да, и мы здесь просто выбираем человека, у которого мы будем здесь все это дело майнить. Мы можем также посмотреть комиссию, которую мы должны будем здесь, я так понимаю, заплатить, а также здесь есть места, то есть написано spots, да, вот здесь 1 из 8, 0 из 5 и так далее. Ну, давайте выберем какую-то, нам не принципиально здесь, это все-таки тест, поэтому нажимаем, и пошел отчет. Спустя час мы сможем получить вот эту награду, которая у нас здесь нарисована, она перейдет к нам сюда в кошелек, и позже мы сможем ее вывести. Сейчас я покажу, как это будет делаться. Мы переходим в банк. И здесь мы с вами сможем как внести, так и вывести тот или иной актив. Также у нас здесь будет история вывода и история прихода тех или иных ресурсов вам на кошелек. Здесь вы сможете все это просматривать для того, чтобы в будущем отследить, подсчитать и так далее. Тут все просто. Если вы хотите задепозитить, выбираете сумму депозита ресурсов, которые вы хотите пополнить. И точно так же с выводом. Да, если вы хотите что-то вывести, можете нажать кнопку «Вывести». У вас будет 8% комиссия. Также вам придется подождать 1 день, пока эти токены придут вам на кошелек. Вот, собственно, так это все выглядит. Если вкратце, без особых подробностей. Мне, если честно, все нравится, пока выглядит круто, оптимизировано. Также вот на каждую кнопочку нажимаете, у каждой кнопочки свой звук. Нажимая на Gold Mines, я в наушниках слышу, как здесь происходит звук. То есть все сделано достаточно интересно и качественно.
Также еще хотел затронуть тему дропов и цен на NFT. Совсем недавно здесь был дроп Silver пассов и премиум пассов. Они продались в плюс. И совсем недавно анонсировали еще один дроп, который предстоит в ближайшее время. Да, на своих экранах вы сейчас видите и цены, и количество паков, которые там будут. Что могу сказать по ценам? Цены абсолютно адекватные. Ребят, вот честно, это недорого, потому что во многих NFT проектах цены задирали так высоко, что сейчас это просто копейки. Особенно на отскоки крипты, поэтому, цены абсолютно адекватные, по моему мнению. По поводу количества паков, по моему мнению, их, конечно же, слишком много. Слишком много, я не думаю, что их все выкупят, но имеем, что имеем. Я думаю, что флипперы сейчас потирают ручки, потому что раз Гео выпустил видео про Real Magnat, значит иксы здесь, наверное, будут, да? Но я не знаю. Может быть будут, может быть нет. Уже потом кто-нибудь в личку напишите мне, получилось ли у вас флипнуть в плюс. Опять же, ссылку на Discord оставлю в описании, сможете перейти и более подробно ознакомиться с информацией по дропам и уже принять решение, участвовать в этих дропах или нет. Что ж, я думаю, выводы вы сделаете сами. Моя задача заключалась снять обзор и рассказать свое мнение об этом проекте. И на данный момент мнение о этой игре у меня положительное. Что будет дальше, мы будем смотреть уже по факту. А вы пишите в комментариях, будете ли вы участвовать в этом проекте, будете ли вы залетать в дроп, что вы думаете касательно этого фарм-проекта. И я буду очень рад почитать ваши комментарии и как-то подискутировать с вами на эту тему. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, потому что там еще больше информации касаемо различных NFT игр, NFT каких-то движух и так далее. И подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. А если не понравилось, конечно же, ставьте дизлайки, не стесняйтесь. На этом я буду с вами прощаться. С вами был Cloud Geo. Всем удачи, всем профита, всем пока.